Итак, продолжаем раскрашивать нашу косичку. Осталось поработать с самой косой, но, к сожалению, она займет не меньше времени, как даже большая часть по месту, которое занимает на бумаге. Это прическа, которая на голове выше находится. Коса займет не меньше времени, потому что с ней нужно будет, как говорится, поработать маленькими кисточками. Большой кисточки, к сожалению, с большой производительностью там не разгуляться. Ну вот сейчас мы практически подготовили все для того, чтобы поработать ластиком. Наша картинка уже стала практически реалистичной. Сейчас еще поуточняем кое-какие моменты, кое-какие направления. Когда мне покажется, что уже все как бы без ластика здесь я уже ничего не смогу сделать, вот когда я уже упрусь в это, тогда только я возьму ластик. Им уже практически нечего было делать. Локон за локоном, шаг за шагом мы работаем над каждым отдельно взятым объектом.
Ну вот, свой вклад в дело вносит наш любимый инструмент ластик. Смотрите, какие он чудеса вытворяет. Вот так волосы становятся похожими на настоящие. Надо смотреть за направлением, когда работаете ластиком. После нескольких штрихов он у нас притупляется, его нужно перевернуть, если вы его заточили с двух сторон, как я это делал. К тому же я перед тем, как приступать к рисованию, заготавливаю себе их 3-4, иногда 5 штук сразу заточенные. И еще иногда приходится во время рисования портрета еще их подтачивать. Вот видите, как здорово получается. Если мы где-то пересветлим, если где-то наш ластик добавит столько свету, что это вмешается в целую картину, ничего страшного. Мы потом возьмем кисточку побольше, немножечко затушуем, так, чтобы и следы от ластика остались, и в то же время картина стала больше подчиняться целому. А сейчас у нас вообще вот здесь, в этом месте, такой момент получается, что мы должны получить в результате как бы два слоя. То есть верхний слой более таких распущенных волосков покрывают нижний слой, просвечивая через себя этот нижний слой. Надо будет еще в этом месте немножечко потом поработать над этим, чтобы этот эффект, эти ощущения обязательно были. Потому что это очень красиво, и если есть в портрете, в какой-то отдельно взятой работе, возможность подчеркнуть реализм, пусть за счет больше потраченного времени и за счет сложного выполнения задач, обычно я их всегда делаю. Иногда их даже не хватает, и хотелось бы, чтобы они были, чтобы портрет был немножечко посложнее. Ну, это как бы уже индивидуальная вещь, вы тоже смотрите сами. Я люблю, когда задача стоит сложная. Чем сложнее вы выполняете задачу, тем многоэтапнее ваш портрет, тем проще вам работать с работами, которые такими не являются. Вам потом они будут казаться совсем несложными. Будете делать их быстро и легко.
Из-за того, что у нас прическа такая сложная, каждый локон имеет свое направление волос, немного отличаются друг от друга они. Вот. Поэтому немножечко у нас по времени работа затянулась, как бы, но это нормально для таких сложных рисунков. И вот смотрите, то, что мы пересветлили, сейчас проходим более такое большой кисточкой, не особо тонкой и не особо такой большой, такой по локонам, вроде бы как по отдельности, но не по отдельным волоскам. Мы прошлись по светотени, и все у нас в целом нормально. Все друг с дружком гармонирует. А вот сейчас мы будем работать над этим ощущением верхнего слоя волос, который лежит на предыдущем. За счет чего это делается? Сейчас скажу такой маленький секрет. Верхний слой волос должен быть почетче виден, чем нижний. Ну, совсем чуть-чуть отличаться, но этот факт должен быть. И тогда будет это ощущение, когда зритель смотрит. Обязательно будет.
Ну, вот с косичками работаем аналогично. Сначала мы пройдемся в плане того, чтобы у нас тональность была такая же, как на фотографии. Первый раз мы прошлись грубо, второй раз немножечко поточнее. Более темные места потемнели. И практически подготовили поверхность для работы ластиком. Обязательно уточним еще более тоненькой кисточкой, тщательно смоченной в масле с краской. Так, жирненько пройдемся. Жирный я имею в виду краски побольше. Чтобы нарисовать тоненькие волоски, нужно кисточку как следует смочить и набрать более мокрую краску. Ну вот, на данный момент уже хорошо смотрится, а мы еще не работали ластиком.
Ну вот, собственно, пластик опять радует меня своей работой. Очень четко смотрятся его отдельно взятые волоски. А между тем наша работа уже практически подходит к завершению. Давайте подведем итоги. Итак, мы сделали эскиз, потом мы его обвели, потом мы поработали с средней кисточкой, подчеркнули темные места, потом большой кисточкой мы заполнили оставшиеся светлые места, потом мы начали уточнять эти два пункта, перешли к более маленьким размеров кисточкам, довели наш рисунок до стадии, когда уже можно поработать ластиком. И, собственно, все. Последний этап будет по устранению каких-то мелких недочетов. И, собственно, рисунок закончен. Ну вот, небольшая работа по устранению недочетов, каких-то мелких придирок. Все это дело устраняем, и все, можно сказать, что работа закончена. Совсем скоро появится фотография законченного рисунка. И сможете посмотреть, что у нас получилось в результате. Большое спасибо за просмотр. Услышимся в следующих уроках.